Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день всем! Сегодня у нас очередной диалог. И в этом диалоге мы будем обсуждать самую прекрасную, самую возвышенную, самую актуальную и душещипательную тему коррупция. Коррупция. Друзья, если вы любите решать проблемы с помощью денег, да, просто дать деньги и решить проблему, то вам очень понравится эта тема, да? Думаю, да. И, конечно, мы будем говорить о Америке. О какой стране? А в которой стране мы сейчас находимся? Россия. О России, да. Мы будем говорить о коррупции в России. Итак, Юля, скажи, пожалуйста, что ты думаешь в общем, если взять 5 баллов, да, шкала 5 баллов, какую оценку ты поставишь коррупции в России? То есть 5 это ужасно, 1 это прекрасно. Я думаю, что 4, может быть, в каких-то сферах 3 с плюсом, где-то 4 с плюсом, но в целом высокая оценочка. Высокая оценка, да? Давай так, почему мы так думаем? Ты ты в жизни когда-нибудь сталкивалась с коррупцией? Я сталкивалась с коррупцией в жизни. Например, первый раз, когда я запомнила, что я столкнулась с коррупцией, это была моя первая работа. Я работала в приемной комиссии в университете. То есть ты окончила университет, вернее, или, училась на хорошо, втором курсе. Ты училась, ты начала работать, это была твоя первая работа, ты пришла на работу, и там коррупция. Мне было 17 лет. 17 лет, то есть вот твое невинное детское сознание сразу так столкнулось с суровой реальностью. Скажем, так и было, да. Как это было? В приемной комиссии я была секретарем, то есть я принимала документы у ребят, которые собирались поступать в наш университет. Ну, естественно, помимо секретаря, там еще был председатель приемной комиссии, там заместитель председателя. И сначала я удивилась, что они очень многих хороших ребят с хорошими оценками отговаривают от попыток поступить на бюджет, то есть учиться бесплатно. Подожди, правильно ли я понимаю, что, сидит вот эта комиссия, да, в университете, и приходят умные, хорошие ребята, хотят поступить, а им говорят: нет, ребят, не надо, вам не надо пытаться, вам не надо пробовать поступить. Да, поступить можно было на бесплатное отделение, учиться бесплатно, как я училась, а можно было на платное, за денежки. И приходит выпускник с хорошим дипломом, аттестатом, и говорит: я хочу попытаться поступить на бесплатное отделение. Я говорю: конечно, давайте пишите заявку, экзамены тогда-то. Приходит председатель приемной комиссии, смотрит в аттестат ее и говорит: ой, ну куда вам? Куда вам с такими оценками? Куда вам, да? Давайте лучше сразу на коммерческое, вы не поступите. И меня это шокировало, потому что, ты же можешь попытаться, если ты не поступишь, ты потом можешь пойти на коммерцию. Но выяснилось, что очень многие бесплатные места уже проплачены другими людьми, которые получали высокие оценки на экзамене, хотя того не заслуживали. То есть получается, что в университете есть несколько бесплатных мест и несколько платных мест. Конечно, бесплатных мест меньше, да, платных мест больше. И люди хотят поступить в университет на бесплатное, но бесплатные места уже заняты людьми, которые заплатили. Да. То есть, я училась на бесплатном, это было возможно, но все равно, видимо, часть мест уходила, что называется, своим. Понятно, то есть, хорошо, хороший пример. А вот расскажи еще, я знаю, что ты сейчас учишься в автошколе. О, да, я пытаюсь закончить автошколу. Да, ты мне недавно рассказывала интересную историю, которая связана с коррупцией. Можешь очень коротко рассказать, что там, в чем суть?
Суть в том, что в автошколе ты сначала должен сдать внутренний экзамен для того, чтобы получить документы и потом уже сдавать экзамен в ГАИ. То есть сначала ты сдаешь экзамен в автошколе, потом ты сдаешь экзамен в госавтоинспекции. Да, и чтобы получаешь получить права, да. Ну вот, я столкнулась с тем, что автошкола хочет заработать деньги на людях, которые не сдают экзамен в автошколе. С первой попытки, если ты не сдаешь экзамен, то каждая следующая попытка стоит денег. Или можно заплатить больше денег и вообще не сдавать никакой экзамен. Понятно. То есть, если я хочу сдать экзамен в автошколе, то если я не сдал, сколько человек, вот ты недавно сдавала экзамен, сколько человек было на экзамене? Было 17 человек. 17 человек сдавало экзамен в автошколе. Сколько человек, какое количество человек сдало этот экзамен? 2 человека сдало экзамен. То есть автошкола не научила людей ездить. То есть либо автошкола очень плохо учит людей, она хочет, но она просто не может, у нее не получается хорошо учить людей. Либо она создает такие условия, чтобы ты не сдал. Тебе дают новую машину, на которой ты не ездил никогда, новую площадку, где ты раньше не тренировался. И, соответственно, если ты новичок, тебе очень сложно сразу на новой машине начать делать все эти маневры, которые нужно делать. Понятно, то есть тебя ставят в такую ситуацию, что ты можешь ходить и сам честно сдавать экзамен в автошколе, но ты будешь платить деньги. Ты будешь платить деньги каждый раз. А если ты один раз заплатишь сумму больше, то, скорее всего, это будет дешевле, да? То есть вся система так работает. К сожалению, видимо, так. Хорошо, а как насчет экзамена в ГАИ? То есть в автошколе ты, допустим, заплатил, ты сдал экзамен, получил документы, и теперь ты идешь сдавать экзамен в ГАИ, чтобы получить лицензию, да, чтобы получить права. Ну, я пока не сдавала экзамен в ГАИ, поэтому я не могу сказать, что там коррупция, там требуют денег. Я сдавал, я могу сказать. Я слышала много историй о том, что действительно иногда, не везде, но иногда тебе действительно говорят, ты сейчас платишь деньги, или ты точно не сдаешь экзамен. Ведь даже если ты хорошо ездишь, очень легко сделать так, чтобы ты экзамен не сдал. Да, ты едешь с инструктором, с инспектором ГАИ на машине, и, ты новичок, ты еще не профессиональный водитель, да, тебе все равно легко завалить, да, то есть легко сделать так, чтобы ты не сдал экзамен. И вот в моей автошколе, я признаю, что моя автошкола была просто чудесная, потому что там реально можно было сдать самому, да, заметьте, какая формулировка. В этой автошколе и в этой инспекции можно было сдать самостоятельно, можно было сдать на права честно. Но во многих местах, я слышал, просто невозможно. То есть, шанс, не знаю, 5%, что ты можешь сдать самостоятельно. И ты будешь ходить на экзамен 10 раз. Да, я тоже слышал такие истории. Ладно, Юль, и напоследок, что ты думаешь, вот 10 или 20 лет назад и сейчас, как-то меняется ситуация в России с коррупцией? Мне кажется, что она меняется к лучшему, то есть коррупции становится все-таки меньше. Вероятно, есть моменты, когда ты сталкиваешься с этой коррупцией, и тогда ты скажешь: о, коррупция очень сильна в России. Но, например, что касается штрафов, раньше, если ты нарушал что-то, тебя останавливал инспектор, госавтоинспекции, сейчас тебе выпишут официально штраф, и ты его заплатишь, а скорее всего тебе штраф придет просто автоматически, если камеры тебя поймают. Но вот 15 лет назад тебя останавливал инспектор, и зачастую люди давали паспорт, и там сразу лежали деньги. То есть ты даешь паспорт, ты даешь документы, инспектор открывает, твои документы, берет деньги,
Хорошей дороги, всего доброго. Сейчас этого меньше, ну, потому что за этим начали следить. Да, сейчас этого меньше, и я бы хотел еще такую штуку сказать, что я думаю, что в этом помогает вот эта цифровизация, диджитализация, что сейчас многие услуги ты получаешь онлайн, ты получаешь через различные информационные системы. Да, поэтому у тебя меньше возможностей контактировать с какими-то вот представителями власти на низком уровне. Да, и еще тоже появился контроль, то есть это камеры, запись звука, даже когда ты сдаешь на права, камера в машине висит. То есть я не знаю, в какой момент тебе могут сказать плати деньги. То есть в любом случае действительно автоматизация помогает бороться с коррупцией. С коррупцией, да. Вот так, друзья, так обстоит ситуация. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем диалоге. Пока-пока-пока. Bye.